Лента атласная 5 сантиметров шириной. Значит, вырезать мы все это будем, чтобы не махрилось, паяльником. Вот с таким заостренным жалом. Коврик термостойкий. Начнем, пожалуй, с ленты. Прикладываем детальку. Желательно это делать все поточнее. Берем линейку. И спокойненько проводим. Теперь будем вырезать подклад. У нас А1. Получились вот такие ленточки. Когда вырезали, отметьте лучше разметку с каждой стороны. С лицевой, с одной стороны поставьте цифру, чтобы понятно было. Так будет удобнее прошивать и приклеивать. В выкройке есть схема сборки этих кармашков. Приступим к первому кармашку. Прошивать будем прямо по линии. То есть нам надо совмещать вот по этим линиям. Желательно это делать как можно точнее. Раз, два. Вот такие кармашки. После склеивания у нас получилась такая конструкция. Будем прошивать вот по этим линиям, по нашей разметке. Всего 3 шовчика. Проложили строчку, отгибаем этот кармашек и прокладываем строчку здесь. Проложили тут шовчик, отгибаем кармашек. Где? Какой кармашек тут отгибаем? Вот этот кармашек отгибаем и прокладываем строчку здесь. Получилась такая конструкция. Так он будет склеиваться. Выкройка наша состоит из следующей детали. Внешняя деталь, внутренние детали, к которой крепят все кармашки, и самих кармашков. На деталях предусмотрен отступ 3 мм от фактического края детали, который обрезается во время сборки. Значит, собирается наше изделие следующим образом. К детали Е1 приклеивается с левой стороны кармашек D1, А1. С правой стороны кармашек B1 и C1. Прошивается только верхний шов. Далее всю эту конструкцию мы приклеиваем к левой стороне детали F1. И прокладываем боковой шов и нижний шов только с левой стороны. Эта правая сторона пока не приклеена, не прошита. Если вы делали выкройку с отступом 3 мм, о котором я говорил в начале, то самое время его отрезать. Выставляем так наши изделия, чтобы швы находились в одной линии. И обрезаем эти 3 мм хотя бы только по длинной стороне. Далее, после того, как отрезали, приклеиваем и прошиваем правую сторону. Пришиваем боковой шов и нижний. И после этого можно уже отрезать короткие торцы. Закругление я делал с помощью 10-копеечной монеты. Углы закруглял. Фактически изделие готово. Осталось только обработать урез и покрыть финишным средством. Вырезали такие детальки. Берем детальку и намечаем место, где надо уменьшить толщину кожи. Возьму где-то по первое отверстие от этого шва. Отсюда до сюда. Переносим ее на обратную поверхность, внутреннюю.
Переносим ее сюда. Вот эту часть нам надо сделать тоньше. Берем вот такой инструмент и поехали. Кожу надо сделать тоньше в 2 раза, чтобы у нас был подгиб не толще, чем сама целиковая шкурка. Если кожа у нас 1,2 мм, надо до 0,6 мм сделать ее тоньше. И в этом направлении. Наклею вот такие вот маленькие кусочки с обратной стороны. И вот эти вот загибаем сюда, приклеиваем закрытку, чтобы уже держалось наверняка. Сначала сейчас пробьем отверстие, а потом все вырежем в конце. В собранном состоянии, таком, весь кармашек имеет толщину 2 с небольшим миллиметра. После того, как подогнули край, приклеили подклад, на подгибе нужно пробить отверстие. Через уже пробитые вот, получились следующие детальки. Некоторые детали покрыл финишным слоем. И сейчас мы будем собирать это все. Получилась вот такая у меня штука для документов. Ну и под деньги тоже. Значит, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 отделов для карт. Кармашек вот такой. Кармашек на молнии. Здесь кармашек. Здесь кармашек. Здесь кармашек. И кармашек для купюр. Вот. В этом изделии использовался, значит, и кармашки с подкладкой. Отделение
Вот паспорт. Паспорт залетает, возможно, даже с обложкой может сюда браться. Сюда можно запихать всякие разные документы, ПТС, страховку и так далее. Ну и карты. Раз, два. Все новое, не растянутое. 3, 4. Ну и сюда карты. Куда все карты делись. Вот. Отдел для купюр. Вот сюда. Даже еще остается, даже не знаю, что туда положить. Ну и под всякие разные бумажки. Можно в путешествие, там, допустим, вдвоем едете, 2 паспорта сюда-сюда. Это не для монет отдел. Это для каких-нибудь флешек, каких-нибудь таких маленьких бумажек, чеков там. Можно, конечно, сюда и монеты запихать. Сюда что-то такое можно, вот в этот кармашек, можно запихать то, что, допустим, вот сейчас нужно. Раз. Вот такой кармашек. Каждый найдет себе применение этого кармашка. Хороший, приятный кошелек. Но очень, прям очень приятный. И самое главное, небольшие размеры. При таких небольших размерах очень хорошая вместительность.